Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду делать вот такую пасхальную композицию с большим яйцом папье-маше. За основу я взяла большой спил дерева. А для начала сделаю яйцо. Для этого я надула воздушный шар, обмазываю его столярным клеем. Развела я его немного водой. Наклеиваю салфетки. Салфетки я разорвала на такие длинные полосы. Салфетки лучше использовать однослойные, тонкие. Так прикладываю салфетку и сверху также покрываю клеем, хорошо пропитывая. Вот я покрыла всю поверхность салфетками. Теперь газеты. Газеты тоже я порвала на мелкие полосочки. Накладываю на еще не высохший слой салфеток газету и сверху также хорошо покрываю клеем. Закрываю так всю поверхность шара. Готов слой газет. Снова салфетки. Прикладываю салфетку, промазываю клеем. После этого этапа я просушу мою работу. Вот первая просушка закончена. И теперь снова клей, салфетка и газеты. Таких этапов я сделала 4. То есть салфетки, газеты, салфетки, просушка. И так 4 раза. Вот я взяла уже высушенное яйцо. Отмечаю линию разреза. Макетным ножом разрезаю на 2 половинки. Убираю воздушный шарик. Яйцо должно получиться достаточно твердое. То есть мне хватило 4 этапов. У меня получилось 4 слоя газет и 8 слоев салфеток. Но если вы видите, что яйцо еще недостаточно прочное, сделайте еще несколько слоев. Теперь я покрываю шпаклевкой яйцо. Я взяла 2 вида шпаклевки: обычную акриловую и фактурную. И наношу обе, то одну, то другую. Создаю такую фактурную красивую поверхность. Покрываю все яйцо и оставляю высохнуть. Внешняя сторона высохла. Наношу ту же шпаклевку изнутри. Наношу внутри кистью. Также использую 2 вида шпаклевки и оставлю высыхать. После просушки покрашу яйцо меловой краской. У меня вот такая серо-голубая краска. Покрашу все яйцо этой краской. И теперь немного пройдусь белой краской, тоже меловая краска. Немного прохожусь губкой. Высветляю яйцо. Не стараюсь закрывать весь нижний слой краски. Получается такое немножко пятнистое яйцо.
Очень красивая, мне кажется. Теперь подготовлю цветочную композицию. Основой у меня будет пенопласт. Лучше использовать, конечно, губку флористическую, но у меня не нашлось. Поэтому я взяла 2 кусочка пенопласта. Нижний кусочек я обрезаю углы, чтобы он хорошо вошел в яйцо, внутрь яйца. Верхний кусочек я делаю немного меньше, чтобы удобнее было вставлять туда цветы и зелень. Для начала я склею 2 кусочка пенопласта между собой, использую тот же столярный клей. И теперь нанесу этот клей на всю поверхность пенопласта, кроме нижней части. Наношу хорошим таким слоем везде. Теперь я беру вот такую зеленую травку и наклею ее на всю поверхность пенопласта. Чтобы не видно было пенопласт, немного я задекорирую его вот такой травкой. Хорошо прижимаю. Теперь можно приступать к цветам. Я выбрала такие крокусы, фиолетовые и белые. Также у меня есть веточки с семенами, с плодами. Разделяю я зелень на небольшие фрагменты, окунаю в клей, делаю отверстие в пенопласте, чтобы легче было вставлять туда зелень. И вклеиваю зелень, цветы. Здесь можно использовать любые цветы, какие вам нравятся, какие есть в наличии. Я выбрала крокусы. Они мне очень нравятся. По-моему, это самые-самые весенние цветы. Самые первые расцветают. Пасха, праздник весенний. Продолжаю заполнять мою основу пенопластовую. Вот готова моя композиция. Я решила добавить еще несколько яичек, вот такие маленькие пенопластовые. Все-таки композиция у меня пасхальная. Я беру проволоку, окунаю ее в клей и вставляю в яйцо. Повяжу ленточку внизу яичка. Снова опускаю в клей и вставляю в пенопласт. Я добавила еще божьих коровок на цветы, на листья, на яички, такие маленькие. Теперь в яйце я сделала по 2 отверстия на донышке. На каждой половинке по 2 отверстия я сделала.
Можно это сделать шилом или сверлом. Я хочу скрепить между собой проволокой эти две половинки, чтобы мне легче было потом работать, чтобы легче было приклеить потом к основе это яйцо. Вставляю один кончик проволоки в одну половинку яйца, другой в другую. Теперь изнутри я просто скручу между собой концы проволоки. Таким образом скреплю их между собой. Вот готово мое яйцо. Теперь можно вклеивать цветочную композицию. Наношу клей на нижнюю часть пенопласта. Наношу достаточно такой толстый слой клея. И вставляю в яйцо. Вот такой у меня большой спил дерева, очень красивый, с трещинкой. На него я и буду наклеивать яйцо. Я беру клей эпоксидный, двухкомпонентный. Выдавлю небольшое количество и буду перемешивать до тех пор, пока клей не начнет густеть. Очень важно этот клей перемешать хорошо. Клей готов. Нанесу его на нижнюю часть яйца, на ту часть, которая будет соприкасаться со спилом дерева. Ставлю яйцо. Здесь придется немного подержать до тех пор, пока клей не высохнет. Высыхает он быстро, но лучше держать, чтобы сохранить вот эту форму яйца. Вот что у меня получилось пока. Яйцо приклеилось очень хорошо, позже я покажу. Теперь я хочу немного добавить искусственного мха. Клеить я его буду на все тот же столярный клей. Но для начала покажу, как держится яйцо. Вот я берусь за яйцо. И как видите, оно очень хорошо держится. Итак, наношу внизу столярный клей. И понемногу клею мох. Наклею немного мха и на само яйцо, небольшие количества,
в разных местах. Такое каменное яйцо, кто-то давно из него вылупился, и оно осталось на старом дереве. Ветром нанесло туда земли, семян, и выросла вот такая прелесть. Теперь я беру два вот таких сухоцвета и приклею их вот так вот. Внутри сухоцвета я хочу вклеить вот такие цветочки и зелень. Наношу клей, вставляю туда немного цветов, немного зелени. Вот готова моя композиция. Вот такая красота получается. Я думаю, это будет прекрасный пасхальный декор. Можно сделать, конечно же, и такой вот подарок для своих родных. Спасибо, что были со мной.